Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите со дня на день? Уже совсем скоро. У нас начало 2026. Давайте узнаем, что изменит вас, а что изменит вашу жизнь. И на картах цыганского старинного пасьянса мы узнаем именно события, которые вас ожидают в ближайшее время. Должна сказать, что весь январь, скорее всего, Уран, поскольку в вашем знаке, да еще в ретро-движении, то вот для нас где-то, с одной стороны, он нам будет помогать адаптироваться к реальности, которая уже сложилась, но и с другой стороны, ну, где-то какая-то история, причем она тянется из прошлого, что-то нам уже хорошо знакомо, и это не только, ну, как бы так, на скорости мы можем завершить именно в одни какие-то дни, может быть, начало года. Скорее всего, тут нам о себе что-то может напомнить, а мы можем что-то переиграть, пересмотреть или начнем передумывать, переписывать, может быть, перезаключать контракты, договоры, какие-то документы. Мы сами словно, ну, можем корректировать планы. И это вот, поскольку у нас ретро, и это всегда, как я уже сказала, какая-то прежняя знакомая история, это будет длиться как минимум до 4 февраля. То есть весь январь это где-то будут вот такие энергии. Я вас приглашаю на свой сайт. Прочитайте поподробнее у меня последние статьи, которые больше ориентированы именно на 26 год. И кармический декабрь, поверьте, это как программа на 2026 год. И коридор возможностей в 2026. Я оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, подсказок будет больше, а также телеграм-канал. Итак, так что же для вас, мои дорогие тельцы, какие события идут на ваш порог? Что же на пороге у вас? С первых дней года. Какие события? Или с чем это связано? Так, уже вижу, что видно не очень хорошо как-то я. Давайте подвину. Деньги. Может быть, сама по себе денежная ситуация, которая вас заставляет, да, и напомню, в нашем пасьянсе мы можем складывать карты в крайних рядах. Так тут или у кого-то получение денег, или какая-то сложная ситуация, касаемая денег, но тем не менее ее решить можно. Может быть, это для кого-то из вас вы начнете продумывать, потому что дом, семейный очаг, может быть, не буквально даже денежная ситуация, а у кого-то ситуация связана с недвижимостью. Я могу допустить покупка, продажа, может быть, недвижимости, да, или вы для себя определяете, каким образом это можно осуществить, какой вариант рассматривать, какие ресурсы в моих руках. Вот что-то подобное, то, что касается напрямую вашего благополучия. Смотрим дальше. Тут что-то важное с первых дней. Может быть, это даже не с первых дней, мои дорогие, а это уже... Ведь ретро-уран, он уже давненько, поэтому вы могли думать сначала одно, потом несколько раз, как будто, да, потом переиграли, потом прошло какое-то время, еще, может быть, информацию получили или узнали что-то, да, или документ буквально какой-то получили, и вас сейчас судьба заставляет постоянно что-то корректировать. То есть не жить в статике. Но у вас солнце, выбор правильного направления. Тут что-то прояснится у вас. Может быть, это по части вашего дома. Может быть, это еще и по части денег. Но солнце — это всегда явно какая-то тема. Вот чем вы будете заниматься, мои дорогие, в первые дни года? Что для вас будет наиболее важно, актуально? Поверьте, в той или иной конфигурации вы будете это продолжать как минимум 6-8 месяцев. Поэтому настройтесь на такую дистанцию. Это уже больше какой-то марафонский забег. Смотрим дальше. Кстати, у вас открытый путь. У кого-то может быть путь действительно куда-то ехать, ну, или какая-то дорога. Но ключ это, знаете, с одной стороны, в пасьянсе это именно открытый путь. Открытый путь может быть и к какому-то делу, или как к какому-то делу подступиться. Раньше вы не могли, а теперь, понимаете, появляется возможность.
Вполне вероятно, что у кого-то из вас это связано с отношениями. Раньше это каким-то образом, ну, не продвигалось, или не было возможности нужные контакты найти, или какое-то лицо не шло на контакты. А вот здесь на самом деле какая-то конфигурация меняется. Для вас словно открывается открытый путь. Ого, тут что-то более существенное. Для кого-то из вас поездка, вот сама по себе дорога, да, если ключ открытый путь, то это нам обозначает дорогу. То есть это какие-то перемещения ваши. И если мы бы тут могли философствовать, то это все-таки либо у кого-то много самих по себе передвижений, перемещений, но для кого-то из вас с учетом именно ключа поездка очень далеко. Это совсем не та местность, а может быть даже не та страна, где вы проживаете, или вы будете это планировать и готовить. Посмотрите, благополучие. Тут, правда, у вас на начало года, мои дорогие тельцы, вырисовывается какая-то конфигурация. Ну, я шутя, но скажу, знаете, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот как будто так. Все карты вот нам об этом показывают. Как будто это мало того, что, может быть, это необходимые какие-то согласования. Или оказаться в нужном месте, в нужный час, на местности, или с конкретным человеком, потому что должна состояться какая-то беседа. Может быть, это есть какая-то тема денежная, или связанная с домом, или с вашим благополучием. Но вам-то это как раз и открывает новый путь к благополучию и к солнцу. Тут от чего-то нельзя отказаться, тут правда ехать надо. Но вот посмотрите, будьте внимательны, не рассказывайте никому о своих планах. Маска – это всегда тот человек, который транслирует нам то, что приятно уху, то, что нам приятно слышать, как будто усыпляя нашу бдительность. Вы знаете, не позволяйте людям хитрить с вами. Будьте сами где-то хитрее, что ли, ну и мудрее, конечно, тоже. То есть, понимаете, ведь нам иногда, ну, так замылить глаза совсем несложно, потому что так человек устроен. Если мы слышим в наш адрес что-то более приятное, мы думаем, что человек к нам хорошо относится, правда? Ну, вот так вот срабатывает. А в это время кто-то строит какой-то коварный план. Все же тут по маске всегда это те люди, которые сами себе желают добра. И зависть, мои дорогие, вот что проходит, понимаете? Поэтому всеми возможностями старайтесь, ну, где-то отходить от тех людей, которые могут вам завидовать. И для начала себе много не рассказывайте. Чем меньше люди знают о вас, тем вы спокойнее спите. А здесь еще и гости. Кто-то в гости засобирается, вот тебе и дорожка, да? А может быть, это гости и к вам засобираются. Это чья-то дорога. Такое тоже может быть. Как будто по судьбе. Крест – это всегда судьба. Что нам еще расскажут? Сейчас посмотрю, что у нас еще совпадает. У кого-то может быть очень важная встреча, мои дорогие, которая, ну, все время откладывалась. Вполне вероятно. Для кого-то из вас эта встреча вы будете придавать какое-то большое значение, потому что, ну, есть вот такие значения именно в этом пасьянсе. Почему я так говорю? Потому что много таких компонентов у вас как бы соединяется, которые говорят, что как будто жизнь у тельцов с первых дней года может менять как будто конфигурацию. Знаете, как преломление реальности такое. Когда вот вроде бы ты об этом и не думал, или ты уже где-то решил, что вот этим ты заниматься не будешь, а оно тебе возвращается и с какими-то новыми возможностями. Да, замечтаться нельзя. Не все откровенны, не все честны. Но я так думаю, это не сюрприз. В нашей жизни такое случается. Но все же, для кого-то из вас какая-то поездка будет, знаете, как судьбоносная. Потому что есть такое значение, когда крест и листва совпадают одновременно, то это означает одиночество.
Поэтому для кого-то эта поездка может быть просто нужна. Иногда мы в дороге знакомимся. Или как возможность, да, друга хорошего обрести. Вот что-то такое, но завершить одиночество. Вот примите, кому-то, может быть, этот момент тоже важно услышать. Я не вижу больше совпадений, хотя я вот пока с вами говорила, все вроде бы пересмотрела внимательно. Поэтому мы пойдем с вами дальше. А нет, спокойное течение жизни, мои дорогие. Свеча. Поэтому хоть камни с неба, а для Тельца. Но вам действительно сейчас Уран будет помогать. Давайте мы с вами продолжим. Уже на картах Таро. Что же там случится с первых дней 2026 года? Вот так, не успела сказать. Ого, карта мага. Ну, кстати, если мы рассматриваем, да, старшие арканы даже по знакам зодиака, это знак зодиака Близнецы. Но может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака Близнецы или имеет там асцендент. Но карта мага – это карта практика. Это в первую очередь все то, что я сказала. Как будто нужно заниматься вот или ехать куда-то, да, или осуществлять какое-то дело. Может быть, прежде у вас и планы были совершенно другие. Но, видимо, маг на то и маг, что он всегда корректирует что-то. Он великий, опять же, практик, реалист, и он понимает, у меня есть какая-то одна задача. И если у меня сегодняшние пути, дорожки, ну, может быть, каким-то образом никак не могут, ну, сложиться в единое какое-то целое, а жизнь мне дает какую-то альтернативу, он быстро перестраивается. Поэтому это вам тоже надо быть магами и волшебниками, мои дорогие, перестраиваться, где-то меняться, ну, где-то быть более таким лобильным, потому что, наверное, у нас 2026, а уже 2027, поверьте, вот эти как минимум 2 года, они могут быть очень важны. Но 26-й-то у нас будет год огненной лошади, не сейчас еще, это еще в феврале мы будем это встречать, но тем не менее – уже быть более адаптивным к тем ситуациям, которые складываются. Ну ладно, эта карта перевернулась. Так что же для вас прояснится? Хотя, может быть, у кого-то как раз какое-то дело и прояснится. Прояснится, и вы теперь понимаете, что, ну, или для того, чтобы прояснить, что нужно как-то вот продолжать вам что-то, да, но с каких-то других позиций, какими-то другими методами, иначе говоря, жизнь заставляет вас перестроиться, вот буквально вам самим, как будто вам нужно измениться, изменить тактику какую-то. Так что же для вас прояснится? Еще один старший аркан, однако, 20-й старший аркан – это всегда избавление от боли, избавление от страданий. Это пороговое значение между прошлым и будущим. Что-то, вот знаете, действительно завершается. И на пороге уже новые какие-то события. По старшему аркану это в целом как новая конфигурация реальности может быть, да? Именно для вас, мои дорогие. Там, где вчера не было возможности, а сегодня будет. Или вчера что-то вы не могли осуществить, а с учетом ретро-урана, может быть, и возвращаются, как и возможности или какие-то прежние события, но раньше вы не могли что-то довести до ума, а вот сейчас вы как раз сможете. Может быть, это и связано с конкретными людьми. Раньше не было взаимопонимания, а вот теперь как-то тоже меняется, и неважно, чего это касается. Может быть, для кого-то и отношений, а может быть, это у кого-то инстанции, работа, какие-то дела, документы ваши, ну, вот как прогрессивные планы на будущее, потому что это всегда возрождение, мои дорогие. Вот что для вас прояснится? Вот какая-то история точно. По крайней мере, я так могу предположить, что может закрутиться вот то, что в начале где-то, может быть, даже январь, не случайно солнце вам выпало, чтобы вы определились, что есть смысл продолжать, что есть прогресс, а что нужно как будто оставить в прошлом. Вот вам с этим определяться придется. Что прояснится? Королева кубков. У кого-то это вопросы напрямую личной жизни. А у кого-то вопросы ожидания, мои дорогие, вполне вероятно. Что это еще? Король жезлов. Тем не менее, пара у нас выпадает. У кого-то действительно вопросы личной жизни. Может быть, вы захотите прояснить, потому как, может быть, и есть пара, да? Я даже не имею в виду людей семейных. Ну, хотя и в семьях, ну, тоже бывают некоторые детали, вопросы, что-то там
до конца, ну, вы тоже не прояснили. Хотелось бы знать поподробнее или почетче. Пара, ну, посмотрите, в разных энергиях, если мы в целом говорим. Но, может быть, и для кого-то из вас ожидание конкретного человека. А вот что это такое прояснится? Но я так вижу, будет какая-то история продолжена или нет. Вот что прояснится. Будете вы что-то продолжать или нет. Но в конечном итоге вы останетесь довольны. Почему так говорю? Я могу рассматривать точно так же вопрос какой-то работы, да? Почему? Потому что король жезлов – это харизматичный лидер. Может быть, это в лице руководителя. И правда, кто-то может получить предложение, может быть, по работе. Или когда вы сами начнете какой-то проект. Вот самое главное, какое-то ожидание у вас завершается, мои дорогие. И вы остаетесь очень довольны. Вот это, наверное, солнце. Конечно, на 6-8 месяцев, как мы сказали, какое-то продолжение будет следовать. Но это тогда нам ясно, куда мы идем, зачем мы это делаем, для чего нам нужен какой-то проект или для чего нам нужен какой-то конкретный человек. А что уйдет? Ну, вообще-то по этой карте мы складываем оружие и отдых иногда, мои дорогие. Может быть, жизнь будет наполнена больше динамикой, нежели паузами. Хотя, конечно, иногда мы говорим пауза сама по себе в отношениях или когда длительная, как была приостановка какого-то дела или долгое ожидание документов. Ну, давайте проясним. Так что и уйдет, или вы завершите сами. Тройка пентаклей – это какой-то жизненный экзамен. Тут действительно какое-то ожидание. Вы, кстати, сами можете пересмотреть свои проекты, планы. Что-то вы будете корректировать по части финансов и работы. Но я скажу в целом, потому что тут у каждого по-своему. И, скорее всего, для кого-то из вас будет возможность, как, может быть, и найти работу или дополнительный источник заработка. И тогда предыдущая карта будет говорить, завершается долгий период как небытия, ожидания или какого-то отдыха. Ну, может быть, что уйдет. Праздники уходят, давайте прямо скажем. Правда, это ведь тоже закономерно. По королеве жезлов, может быть, и есть какая-то персона, которая рождена под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. И тут тоже, может быть, уходит. Я такое не исключаю. В силу разных причин. Дороги как будто, да, расходятся. Может быть и так. Давайте узнаем. Ну, какие-то планы вы точно оставите позади, потому что вы в этом не видите смысла. То есть с учетом тройки пентаклей королева жезлов был действительно, может быть, кто-то даже курсы проходил или уже себя настроил как на одну какую-то стезю, да, именно профессиональную. И это вы тоже можете переиграть, потому что как будто фортуна вам дает взамен что-то более значимое. Тут именно фортуна сейчас на вашей стороне. И, мои дорогие, будьте внимательны к месяцу январю с первых дней, потому что тут может что-то закрутиться очень, весьма важное, и будет важно также себя суметь скорректировать, а также свои планы. Потому что, когда выпадает колесо фортуны, я часто говорю, ведь колесо, да, и оно всегда, если мы говорим, движение, колесо. И двигается оно, как будто нам кажется, да, так вот со стороны глядя, идет наверх, а потом будет неизбежный спад. Вот вы сейчас, когда на подъеме это колесо, когда фортуна на вашей стороне, но телец должен помнить, что что ты сейчас начинаешь и инициируешь, тебя ведет, может быть, к солнцу и к благополучию. То есть, по крайней мере, есть какая-то тема на начало января, которую не нужно упускать. И если мы что-то отложим на потом, мы как будто потеряли время. И я тут вижу, что да, это вам, скорее всего, придется себя перестраивать, изменять свой график, изменять методы, потому что какие-то паузы, может быть, длительные, они словно завершаются. Жизнь берет над вами шефство, и по колесу фортуны тут быть нужно самому, как бы возничим своей повозки судьбы, не откладывать что-то на потом, не оставлять свои дела на волю случая, потому что оставили на волю случая, ну так уже, как говорится, не жалуйся, потому что вот именно сейчас, начало января для вас может складывать какую-то добрую конфигурацию, мои дорогие. Нельзя чего-то упустить, держи руку на пульсе. Что нового войдет в вашу жизнь?
что или будет вами продолжено. Паж жезлов, какая-то новость. Но это словно и выбор тоже. Мы одновременно выбираем, куда же мы идем, что нового войдет в вашу жизнь. Кто-то с вами будет спорить, мои дорогие. Какой-то спор неожиданный. Причем, может быть, тот спор. Вот спор, может, я-то, кстати, допускаю, не случайно у вас 20-й старший аркан. Будьте на всякий случай готовы к тому, что вам придется разбираться по какой-то ситуации. Какой-то важный разговор, а я бы сказала, откровенная какая-то душевная беседа должна у вас состояться, которая расставит все точки над «и» и одновременно, вот как ожиданию этому, положит конец. Конечно, вы сами должны тоже с чем-то определяться. Будьте, знаете, как особо чувствительны, имеется в виду ваша интуиция в этот период. Потому что вам нужно, ну, как-то гибко реагировать на все то, что говорят люди. А я бы сказала еще прочувствовать то, что вам люди не сказали, но это незримо присутствует в воздухе. Ваша задача, ну, на январь месяц с чем-то определяться, мои дорогие. Внутренне понимать, на что вам могут предложить и чего вам не предложат. Какие у вас возможности есть сейчас и чего у вас сейчас нет. Тут нужно быть дважды реалистом, не ожидание и не замечтаться, наверное. Иначе мы как себя словно, ну, вот так вот перевернем вниз головой. Неудобно ж висеть, правда? Мы как будто можем соскользнуть, ведь иногда это жертва идет по этому аркану. Жертвенность. Поэтому никакой жертвенности быть не должно, мои дорогие. Тут вам могут так на стриженной козе кто-то подъехать и предложить, ну, какой-то план, а вы, скорее всего, его уже слышали. Может быть, вы замрете и будете удивляться, но почему же мне опять как что-то новое подает уже мне хорошо знакомое старое? Я не хочу снова застрять. Вот кто-то из вас этот момент четко, ну, увидит. И тогда вам нужно обозначить свои границы. Понимаете, тут не обещаниям надо верить, но и не конфликты через доказательства устраивать, а спокойно объяснить свою точку зрения. И причем делать что-то так, чтобы вас закон берег. То есть делать что-то наверняка. Точно закон берег. Вам нужно сделать все именно так, как предписано регламентом. Но я точно так же могу допустить, что ехать вам куда-то придется. Пусть это мелкие какие-то перемещения. Что нового? Вам придется даже скорее по каким-то специалистам ходить. Потому что рыцарь мечей, это у нас мы ищем правду, истину, и мы ее находим. У кого-то поездка, как я говорила, совершенно необходима, чтобы что-то увидеть своими глазами. Или услышать, или окончательно понимать. Мне нужно это брать в расчет. Или это какие-то пустые обещания, потом долгое ожидание. Вот не случайно ведь тут нам рассказывают, какая-то есть очень хорошо до боли знакомая история. Может быть, она была через конфликт даже. Это явно, тем не менее, это выпадает, что нового войдет. То есть вам идет как в обновлении то, что вам хорошо знакомо. И идет и не просто так, а вы должны сделать какой-то однозначный выбор. И ведь это прообраз Юдифи. И, как известно, отрезала, так отрезала, правда? Ну, так вот, тут, видимо, чему-то вы скажете «нет». Или как-то нужно красиво обозначить, на что вы согласны или не согласны. С вами могут спорить. С вами действительно вы можете столкнуться с таким человеком. По рыцарю мечей я иногда говорю как бунтарь без причины. Ну вот интересно, мои дорогие, давайте еще одну карту достану. Но для вас, мои дорогие, однозначно должен быть какой-то выход из лабиринта. Туз мечей. Тут вот предшествовать всему этому может быть какая-то информация такая четкая, и вам нужно понимать, каким образом эта информация оказывает влияние на вас, или насколько это нужно вам. И у кого-то это могут быть вопросы отношений, а у кого-то оформление документов. И тогда, или подписание каких-то документов. Будьте внимательны к тому, что вы подписываете. Или за кого вы берете какие-то обязательства, мои дорогие тельцы. Давайте достанем карту совет. Ну вот с чего начала, тем и закончу. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Карта заслуженного успеха. Ну и я, конечно, шучу. Я надеюсь, вы меня понимаете. Но шестерка мечей – это часто дороги.
дороги, перемещения. Может быть, тельцу совершенно необходимо куда-то вот именно в этой дороге просто оказаться. Иногда так бывает, что мы едем, допустим, поставили себе какой-то маршрут и едем за какой-то надобностью. Но в пути мы встречаем каких-то людей. Или наши мысли, они как в другом формате, как будто, знаете, в другом ритме текут. И может быть вот именно в дороге, как какая-то эврика, или какое-то знакомство, или какая-то светлая мысль, когда вы с чем-то просто определитесь, или проанализируете, что вы там увидите, услышите. Но правда, как будто собираюсь телец. Или пусть это даже мелкие какие-то перемещения, недалеко, как я говорила, по специалистам, да, по каким-то инстанциям. Но, по крайней мере, каким-то образом это напрямую зависит от этого и ваше солнце, и благополучие. Буду благодарна вашим комментариям. Ну, попозже, если найдете минутку и напишите, я вам буду очень благодарна. Но я вам всегда благодарна и за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Хоть я и не откликаюсь, но поверьте, я все читаю. Вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В одном месте, ну, я собрала как с нескольких каналов YouTube свое творчество, а также с сайта. Я буду вам искренне рада. А я вас люблю, мои дорогие тельцы. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.